Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Эксперт раскрывает, что картель Кинахана сотрудничает с российским ФСБ для перемещения наркотиков по Европе. Кристи Кинахан даже выучила русский язык, чтобы облегчить контакты с главным разведывательным управлением. Картель Кинахана работал вместе с элементами российской военной разведывательной организации «Главное разведывательное управление», чтобы облегчить поставки наркотиков через Европу, сообщил эксперт по международному терроризму. Артем Круглов, который является редактором сайта «Путинизм», утверждал, что ирландский картель работал в совместном бизнес-проекте с участием колумбийских наркоторговцев и Главного разведывательного управления. Главное разведывательное управление – это управление внешней военной разведки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, которое было описано как российское ФБР. По словам Круглова, банда Кинахана закупает огромное количество наркотиков у латиноамериканских производителей, прежде чем отправить их в Европу, где они продаются местным преступным группировкам. В настоящее время Главное разведывательное управление, как служба, зарабатывает, в том числе участвуя в поставках наркотиков, ирландскому наркокартелю Кинахан, утверждает Круглов. Картель Кинахан был создан в начале 2000-х годов и является совместным бизнес-проектом колумбийцев, Главного разведывательного управления и ирландцев. Его основателем является Кристи Кинахан, неоднократно судимый ирландский преступник, которому помогает его сын Дэн Кинахан. Эти двое долгое время жили в Марбелье, на юге Испании, а в последние годы перенесли свою штаб-квартиру в Дубай. Их личная охрана исходит от ветеранов спецназа, Главного разведывательного управления. По данным западной прессы, Кристи Кинахан даже выучила русский язык, чтобы облегчить контакты с Главным разведывательным управлением, которое, помимо обеспечения личной безопасности боссов картеля, занимается поставками ему оружия и помогает им в отмывании денег. Круглов ссылается на знаменитое изъятие 9,5 тонн кокаина полиции Кабо-Верде на корабле с российскими моряками 31 января 2019 года. Крупная партия принадлежала европейскому наркокартелю, который сотрудничал с российскими спецслужбами, сообщил Артем Круглов Радио Свобода. Считается, что банда Дэниела Кинахана потеряла миллионы после того, как на островах Зеленого мыса были обнаружены 2 тонны кокаина. После изъятия бывший помощник комиссара полиции Майкл О'Салливан заявил, что, по его мнению, наркотики направлялись в Ирландию и Соединенное Королевство. В то время он сказал: «Нет никаких сомнений в том, что часть этой партии была предназначена для ирландского рынка. Если эти наркотики направляются в Ирландию, то единственная ирландская банда, способная организовать такую крупную партию и имеющая контакты по всей Европе для организации такой поставки, это организованная преступная группировка Кинахан. Но как только партия такого размера была изъята, нет никаких сомнений, что это серьезно повлияет на деятельность такой группы, как организованная преступная группировка Кинахан».